Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и подробные стримы. И сегодня я расскажу вам о 10 смартфонах, которые, по моему мнению, лучшие сейчас в 2023 году по соотношению цена-качество. Разумеется, в высоком ценовом сегменте. Почему, разумеется, в высоком? Потому что в среднем ценовом сегменте я сделаю обзор чуть-чуть позже. Если говорить об этих смартах, там будут, разумеется, и яблоки, там будет и Xiaomi, и Huawei, и все это, по большому счету, мало того, что мной приобреталось, то есть у меня был такой вот user experience из разряда сторителлинга, когда ты покупаешь что-то, потом ждешь, потом распаковываешь, потом тестируешь, потом рассказываешь и потом продаешь. Я не все, разумеется, продаю, допустим, это Poco F3, это iPhone еще 13 Pro Max, 15 Pro Max, что-то я себе оставляю, но основная масса всех этих устройств, которые сегодня будет представлена в топе, была куплена и продана. И я вам могу сказать только одно, что бы я ни говорил в самом обзоре, разумеется, я ищу недостатки, разумеется, я стараюсь найти причины, почему не покупать устройство, потому что почему покупать то или иное девайс, вы можете найти благополучным образом где? Правильно, в рекламе. В топе будут устройства, на все из которых есть обзоры на канале, исходники, фотографии и видео в моей личной телеге в безумном количестве, обсуждения в комментариях, в телеграм-канале взаимопомощи, где нас 15 тысяч человек, никаких там ботов. И в комментариях вы также можете увидеть как плюсы, допустим, некоторые пользователи не согласны, что у него столько минусов у девайсов, так и минусы. Обязательно, если вам интересен тот или иной смартфон, идите, разумеется, в магазин, смотрите на его экран. Да, может быть, это слегка нудный вход, но все параметры, которые вам нужны, должны быть вами написаны в отдельном файле, либо на листочке, и вы по ним подбираете. Нужна беспроводная зарядка, отметайте всех, у кого ее нет. Нужен нормальный GPS, ищите что-то на Qualcomm. Нужны нормальные игры, смотрите тесты на YouTube. У меня на лайв-канале, я в Твиче все смартфоны гоняю, рассказываю, что и как сбрасывает яркость. К слову, один из худших смартов — это iPhone для игр. Если говорить откровенно, то параметров в смартфонах не меньше, чем в ноутбуках, если не больше, потому что здесь еще и камера как половина стоимости. Я не говорю про сами железки, потому что сенсоры не так и дорого стоят. Не так дорого стоит оптика. Но само программное обеспечение, особенно то, чем отличаются эти смарты, оно отличается очень сильно. Если говорить о защите от влаги, то же самое. Допустим, у OnePlus Ace 2 Pro, который будет в топе, я спойлерну, есть защита от влаги, но она не заявленная. Есть возможность просто под дождем клацать. Все я тестировал. Но то, что я тестировал, не дает стопроцентную гарантию того, что если у вас смартфон будет утоплен, у вас будет все хорошо. Это все в частности, но реально в смартфонах просто есть десятки, если не сотни показателей, которые важны. В приоритете распишите их, придите в телеграм-канал взаимопомощи у нас, напишите, какой суммой вы обладаете, где примерно планируете покупать наш ритейл или площадки глобальные, вам посоветуют. Сегодня вы увидите топ-10 смартфонов, которые я все советую. Это лично мое мнение по итогам 2023 года. Потому что, чтобы сейчас еще нового не вышло, да, я купил новые пиксели, да, я, разумеется, куплю новые Xiaomi 14 и все остальное, но все это будет оверпрайснуто. Они точно при любом раскладе не сделают адекватный ценник. Про пиксели я вообще молчу. Те смарты, что вы увидите сегодня, они адекватны, актуальны на сегодняшний момент. И на тех или иных площадках их можно приобрести выгодно. И у всех у них, разумеется, есть какие-то тоже недостатки. Идеальных устройств, повторяюсь, не бывает. Вот такой вот нудный вход. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Всем, кто напишет комментарий к этому топу, огромное спасибо. Поставьте лайки, если вы хотите, чтобы топы продолжались. У меня уже был топ на канале умных часов. Топ-10 беспроводных наушников Anker вот недавно, в последние 2 недели. Так как прошло уже 9 месяцев 2023 года, я потихонечку начинаю делать топы за 2023 год. Может быть, еще в конце сделаю. Всем девайсам в топе от меня, да, у всех, повторяюсь, у них есть недостатки. Делайте выводы сами, сверяйте, сравнивайте. И все равно всегда приходится чем-то жертвовать. Смотрим.
И открывает наш топ на 10-м месте Realme GT 5. Его очень любят в Китае, внешне выглядит он отлично, даже в минимальной комплектации он выдает в Antutu 1 600 000 баллов. И хочу отметить, GT4 не было, а на GT3, разумеется, мы уже обзоры делали. Не любят четверку в Китае. Заряжается он от 150-ваттной зарядки очень быстро, сенсорный отклик просто вау. Поставляется в комплекте с силиконовым чехлом, кратким руководством, защитной пленкой, кабелем для зарядки и блоком питания на 150 Вт. Также есть комплектация с зарядным устройством на 240 Вт. Слот у смартфона под 2 нано-сим-карты, вставить microSD, разумеется, нельзя. Во флагманах вообще никуда запихивать их нельзя, только в Huawei-евские. Габариты смартфона 163 на 75,5 на 9 мм, а вес 207 граммов. На выбор имеется два цвета, серебристый и зеленый. Тыльная часть смартфона выполнена из матового стекла, рамка пластиковая, сборка качественная. Дизайн по мне интересный, на тыльной части есть настраиваемая RGB подсветка с поддержкой различных оттенков цвета и режимов, таких как режим дыхания и режим мерцания, плюс его можно настраивать. Разъем USB Type-C OTG версии 2.0 и K-порт на борту, но мини-джек отсутствует. Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, звучание качественное, есть профили среды и пространственный звук. Вибромотор настраиваемый, как и интенсивность сенсорного отклика. Используется технология O-Haptics. Дисплей прямой AMOLED на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей. Соотношение сторон 20 к 9, рамки небольшие, HDR10+ в наличии. Плотность пикселей 451 ppi, это достаточно, но не для чтения. По мне, для чтения идеал 500 ppi. Вам будет комфортно и при этой плотности пикселей. Но будем помнить, что такое настоящие супер-мега топовые флагманы. Здесь он не дотягивает по этому показателю. Как и по пиковой яркости, она 1400 нит. Кто бы мне 4 года назад сказал, что 1400 нит будет маленькой яркостью. Автояркость работает исправно и быстро, частота обновления экрана максимум 144 Гц, и на выбор есть 60 Гц и автоматический режим. Разумеется, яркости более чем достаточно, и на солнце им пользоваться можно. В тесте на частоту дискретизации касания выдал он средний результат. Разумеется, если этот тест закидывать в игровой режим и потом его использовать, то потом все будет прям супер. Но по мне, смартфон должен определять, что вы играете без отдельного режима. Мультитач есть, на 10 касаний откликается моментально, DC-диминг в наличии. Шим поднимается до 30%, что является плохим результатом, но DC-диминг автоматически включается при снижении яркости менее чем на 50%, и он становится минимален. Сканер отпечатков пальцев с поддержкой измерения сердечного ритма внедрен в экран и работает отлично, как и распознавание лица. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя. Зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 740. В принципе, это стандартный обвес у всех Snapdragon 8 Gen 2, но вдруг вы забыли. Интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии, разумеется, будут обновления, но потом оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 гигабайт, как в ноутбуках уже. Внутренняя память супер быстрая UFS версии 4.0 на выбор 256 и 512 гигабайт, версии с зарядным устройством на 240 Вт доступно 24 гигабайта оперативки, 1 терабайт внутренней памяти. Поддерживает он высокоскоростной Wi-Fi 7 серии, 5G, 4G сети и ниже. 20-го бенда нет, но есть 7-й. eSIM не поддерживается. Связь ловит смартфон хорошо, микрофон и датчик приближения отрабатывает корректно, Bluetooth версии 5.3, NFC модуль есть, MirPay встает. Навигация работает отлично. Емкость аккумулятора 5240 мАч, заряжается он от адаптера питания на 150 Вт от 0 до сотки за 20 минут, беспроводной зарядки нет, как и нет реверсивной зарядки. В PC-марке при 144 Гц на 100% яркости смартфон выдал 8 часов 48 минут. Поддержки MHL подключения нет. В играх за 1 час с одновременным стримингом требуется 36% заряда, и это очень много. Это, можно сказать, супер максимальный результат, который я встречал. Притом это не в режиме GT было. Яркость смартфон не сбрасывает, но FPS падает, и расход заряда аккумулятора не оптимизирован на данный момент, надеюсь, оптимизируют. Тротлинг-тест проходит плохо, тесты он проходил с трудом, так как часто перегревался. В Storage-тесте показал отличные результаты, 15-минутный стресс-тест прошел неплохо. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двухцветной LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX890 с оптостабом, апертура f1.9, что не очень, кстати, круто, на 50 мегапикселей, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор Sony IMX355 с углом обзора в 112 градусов, апертурой 2.2 и макросенсор затычка на 2 мегапикселя. В общем и целом,
примерам, здесь только основной модуль супер топ. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, запаса 8К, разрешения почему-то нет, может добавят. BBK иногда так делает. Вспоминаем Oppo X5 Pro. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео у него только 1080p 30 FPS. Напоминаю, кому нужны примеры, можно скачать их в моем телеграм-канале личном. Кому нужны примеры видео, как будут выглядеть на YouTube, в обзоре на этот смартфон по ссылке в описании можете посмотреть. Там примеров много. Минусы: гипотетическая возможность блокировки, BBK так уже делали. Плохой ультраширик и фронталка, отсутствие на данный момент глобалки, телевика нет защиты от влаги, нет мини-джека, вставить microSD нельзя, нет eSIM, нет 20-го бенда и нет беспроводной зарядки, и нет 8К разрешения. Итого, просто если не придираться, за эти деньги это хорошая покупка в долларовом эквиваленте. Ждем, что в глобалке будет, а главное ценник. На 9-м месте моего топа, в первую очередь из-за того, за какие деньги его можно купить и в магазинах, и на Авито, это Huawei Mate 50 Pro. Это прям супер-мега топовый смартфон, если вам нужна фотография и не нужны гуглы. К плюсам данного смартфона я отнесу защиту от влаги, отличные фото даже ночью, мощный процессор, хотя не супер-мега топа, лучшая защищенность по мне экрана среди многих смартфонов. В комплекте мы имеем руководство, ключ для извлечения прорезиненного слота, гибридного под 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и карту памяти до 256 гигабайт. Хотя у них они здесь родные, они не дешевые, но все равно такая возможность есть, и это круто. Кстати, напишите, Mate 60 Pro мне купить, хотя он в 2 раза дороже, но не лучше по мне. Кабель для зарядки есть еще и сам смартфон, разумеется. Вес устройства 209 граммов, а габариты 162 на 75,5 на 8,5 мм без блока камер. В руке смартфон держать удобно, лежит он хорошо из-за закругленных краев. В продаже доступно 4 варианта расцветки: черный, серебристый, оранжевый и фиолетовый. Дизайн привлекательный, но тыльная часть выполнена из глянцевого стекла, и корпус очень марки. Рамка металлическая, разъем USB Type-C OTG версии 3.1, Gen 1 с поддержкой DisplayPort версии 1.2, что очень круто. Динамики со стереозвуком и технологией Huawei Hisense для наушников. Звук неплохой, вибромотор настроить нельзя, и К-порт на борту, мини-джека нет. Смартфон имеет официальную защиту, заявленную от влаги и пыли класса IP68. Оснащен он OLED-дисплеем на 6,74 дюйма с разрешением 2616 на 1212 пикселей. Разрешение можно изменить в настройках или воспользоваться умным режимом. Дисплей покрыт стеклом Kunlun с сертификацией прочности SGS. Плотность пикселей 428 ppi, поддержка 1,7 миллиарда цветов и HDR10+. Матрица экрана с закругленными краями. При ярком освещении яркости экрана с включенной автояркостью хватает, но запаса нет. Автояркость работает хорошо. Частота обновления экрана 120 Гц с технологией динамического режима. Тач на 300 Гц отрабатывает плохо. Шим затемнения 1440 Гц, процент шима небольшой, выше 20% он не поднимается. Always On Display есть. Мультитач на 10 касаний работает отлично. Сканер отпечатков пальцев срабатывает корректно. Промахи бывают, но редко. А вот распознавание лица срабатывает стабильно хорошо. Зарегистрировать несколько одинаковых отпечатков пальцев нельзя, а биометрические данные можно внести только одного лица. Подбородка нет, рамки небольшие, челка крупная. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,4 ГГц. Графический процессор Adreno 730, искусственный интеллект здесь Qualcomm AI Engine Gen 7, интерфейс EMUI 13 на базе Android 13 версии, разумеется, чуть позже будет чуть новее. Оперативная память LPDDR5 на 8 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 на 256 или 512 ГБ. И да, хотелось бы 4.0, но процессор шепчет о том, что это невозможно. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей отсутствует, а для 4G бенды есть 7 и 20, которые на борту. Связь ловит он хорошо, датчик приближения не подводил, запись разговора в стоке, Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается, можно устанавливать, к примеру, MyPay, MirPay и привязывать карту Mir, чтобы использовать бесконтактную оплату. GPS работает стандартно для Qualcomm, емкость аккумулятора 4700 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку на 66 Вт, беспроводную зарядку до 50 Вт и реверсивную. Заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания в среднем за 1 час, съедает за час просмотра видео на YouTube 6%, в играх уходит 24%. Процессор тротлит, и это заметно даже невооруженным взглядом. Стресс-тест прошел он совсем не идеально. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров, двойной LED-вспышки и направленного микрофона. Основной широкий сенсор на 50 мегапикселей с оптостабом и светосилой, апертура 1.4. Ультра широкоугольный сенсор на 13 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и телефотосенсор на 64 мегапикселя с оптической стабилизацией, апертура 3.5. Цифровая стабилизация на борту, как и цифровой, оптический и гибридный зум. Запись видео доступна в максимальном разрешении
разрешении с основного сенсора 4К 60 FPS, фронтальный сенсор с ультрашироким углом обзора на 13 мегапикселей и 3D датчиком глубины находится в верхней части экрана в челке. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS. На борту есть стандартные режимы для фото и видеосъемки, вспомогательные функции и тому подобное. Минусы: нет мини-джека, нет Google сервисов, нет 5G, неудобный экран для меня, не хватает яркости, перекручивает цвета на фото и видео. Ну и в принципе этого достаточно. Космический ценник на старте продаж, но сейчас в России он стоит в 2 раза дешевле. И повторяюсь, я резюмирую, если вы использовали до этого смартфон Huawei или Honor и вам не нужны Google сервисы, смело покупайте этот смарт, он просто бомбезный. Гуглы в принципе накатить можно, глобалку на китайскую версию тоже уже вроде накатывают. Это все через танцы с бубном, но если вам нужны приличные фотографии, и даже не приличные, а, наверное, одни из лучших по объему и всему остальному, и бомбезное видео за эти деньги, я повторяюсь, что с Huawei я отходил 3 года, и на канале 2 года обзоры были сняты как раз на Huawei P20 Pro, а потом P40 Pro. И на эту штуку я бы тоже снимал, если бы у Яблока не был лучший автофокус. На 8-м месте моего топа OnePlus Ace 2 Pro. Его хвалят, Google сервисы из коробки, новейший процессор, классно оптимизирован он под игры. В комплекте мы имеем неплохой силиконовый чехол, краткое руководство, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, адаптер питания на 150 Вт, фирменный кабель для зарядки и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты, но карту памяти запихать сюда нельзя. Габариты смартфона 163 на 74 на 9 мм, а вес 211 граммов. Приобрести OnePlus Ace 2 Pro можно в серой и зеленой расцветке. Тыльная часть выполнена из стекла, рамки пластиковые. Качество материалов хорошее, как и сборка. Разъем USB Type-C OTG версии 2.0, динамики стерео. Качество звука хорошее. Смартфон поддерживает Dolby Atmos. В настройках, разумеется, можно выбрать профиль сценария или профиль среды. Кастомного эквалайзера в стоке нет. Может, уже появился с новой прошивкой, напишите. ИК-порт в наличии, мини-джека не завезли, как и официальную защиту от влаги и пыли. Хотя его топил и было все хорошо, потому что у него в рекламе, как его можно благополучно топить под дождиком и без проблем клацать на экран. Мне, к слову, это дело не получилось. Сенсорный отклик OH-Haptics с полноценной настройкой также на борту, то есть вибра здесь прям вау. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей и закругленными краями. Подбородок есть, но он небольшой, поддерживается HDR10+, цветовой охват 100% DCI-P3, плотность пикселей 450 ppi, что хорошо. Но, повторяюсь, у читалок 500. Максимальная яркость 1600 нит, при прямом попадании света на экран яркости достаточно, запас есть, его тоже вам хватит. Адаптивная регулировка яркости работает корректно, есть адаптация цвета к окружающему освещению, режим комфорта глаз, улучшение цвета видео, улучшение резкости и много других функций, технологий, в которых можно просто запутаться. По большому счету из коробки работает все отлично, по мне. Частота обновления экрана 120 Гц, автоматический режим, и в настройках также можно выбрать меньшую герцовку. В играх сенсорный отклик показал себя достойно, мультитач на борту на 10 касаний, в отличие от айфона, откликается хорошо. Показатели шима не радуют, шим поднимается до 36%. Вспоминаем GT5, правда? Контора-то одна, бибикеевская. Always On Display в наличии, разумеется, полноценный сканер отпечатков пальцев отрабатывает быстро. Завести можно до 5 отпечатков, один и тот же отпечаток завести нельзя. Распознавание лица срабатывает отлично, внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Да, ждем Gen 3, но пока его нет на момент издания обзора. Максимальная частота у него 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 740, интерфейс Kalo OS 13.1 на базе Android 13 версии. Сейчас уже, может, новее что-то вышло. Система работает отлично, оптимизация хорошая. Оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12, 16 и 24 гигабайта. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей. Для 4G сетей есть 7 Band, но 20 отсутствует, как и Band 79 для 5G. Поддержки eSIM нет, датчики приближения срабатывают хорошо, запись разговоров в стоке есть, Bluetooth версии 5.3 на все смартфон поддерживает, можно устанавливать MirPay, из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo, Beidou и QZSS. Емкость аккумулятора 5000 мАч, PCMark OnePlus Ace 2 Pro выдал 8 часов 42 минуты по автономности, смартфон поддерживает быструю зарядку на 150 Вт, беспроводной реверсивной зарядки нет. Смартфон заряжается от 0 до сотки за 23 минуты, в играх с одновременным стримингом на Твиче уходит в среднем всего 20%. В играх он показал себя просто великолепно, не перегревался, не сбрасывал яркость. Вот почему одна и та же контора GT5 делает, и там 36% поедает. И Ace 2 Pro, и здесь поедается всего 20%. Понятно, операционка другая, но концерн-то тот же. MHL подключение не поддерживает он. Storage тест показал не лучший результат, стресс-тест прошел
со средними показателями. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной сенсор Sony IMX890 на 50 мегапикселей со светосилой 1.8, автофокусировкой, оптической стабилизацией. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Оптического зума нет. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS, 120 FPS нет, как и запаса в 8К. Двойная стабилизация видео, а именно оптическая плюс цифровая, работает только в 1080p. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. Имеется много режимов, вспомогательных функций, как у всех в принципе. Все примеры фото-видео смотрим в полноценном обзоре. Кому нужны исходники фото-видео, смотрим в моей личной телеге. Запомнили? И там уже дальше общаемся. Минусы: нет официальной защиты от влаги, нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD, нет 20-го бенда, показатели шума нерадужные, нет беспроводной зарядки, плохая фронталка и возможная блокировка, поэтому такое низкое место. Резюмирую: хорошая оптимизация, 24 гигабайта оперативки, отличная стабилизация, удобный экран, водопад даже для меня и полноценный комплект. Одним словом, топ за свои деньги. Почти, если бы BBK не начали их блокировать. Да, этот конкретно смарт они не блочили, но, допустим, OnePlus Ace 2V, который я покупал без разблокировки перед посылкой из Китая, у меня заблокировали через неделю, и там было прям очень сложно разблочить. Если здесь у вас есть варианты, и вы доверяете продавцу, которого вы покупаете, да, можно приобретать, потому что русский язык в стоке, Google сервисы есть, и в целом смарт прям топчик. 7-е место моего топа занимает Xiaomi 13T Pro свежачокс. К плюсам данной модели можно отнести защиту от влаги IP68, последний процессор MediaTek Dimensity 9220+, можете снимать на основную камеру в разрешении 8К, и пиковая яркость экрана здесь 2600 нит. Сильно, правда? В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, краткую информацию, простейший силиконовый чехол, сам смартфон, кабель с USB-A на Type-C и блок питания на 120 Вт. Весит смартфон без чехла 206 граммов, а габариты составляют 162 на 76 на 8,5 мм. Дизайн смартфона неплохой, тыльная часть глянцевая и выполнена из стекла. Мне такое не очень нравится, но кому-то нравится. Рамки пластиковые. Все равно в чехле, скорее всего, будете носить. Сборка и качество материалов супер, но без чехла быстро теряет свой презентабельный вид, потому что отпечатки на нем остаются вообще моментально. В руке держать удобно. Разъем, разумеется, USB Type-C, стереодинамики с громким и довольно качественным звуком на борту, разумеется, OTG здесь версии 2.0, есть предустановки звучания и кастомный эквалайзер, вибромотор приятный, настраиваемый, мини-джека нет, а ИК-порт в наличии стандартно для Xiaomi. Влагозащита, повторяю, с класса IP68 и тест на водонепроницаемость, у меня он прошел достойно, потом с ним ничего не случилось. Хотя вопрос, через сколько месяцев с ним ничего не случится, правда? Оснащен он прямым AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей, что я считаю максимально удачным решением без всяких водопадов. Поддерживает он Dolby Vision, HDR10, HDR10+, и HLG. Есть полноценный AOT Always On Display, плотность пикселей 446 ppi, посерединке между средняками и флагманами. Пользоваться смартфоном можно без проблем даже на солнце. Автояркость работает без нареканий, частота обновления экрана максимум 144 Гц, есть автоматический режим. Тест на частоту дискретизации касания прошел со средним результатом, мультитач есть и экран откликается на 10 касаний одновременно. DC-диминг на борту. Шим хоть и не такой большой, как у Samsung, но не самый лучший. В наличии, скажем так. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но завести несколько отпечатков одного и того же пальца можно. Распознавание лица срабатывает даже под углом, завести можно до 2 лиц, но можно завести 2 раза одно и то же лицо. Процессор MediaTek Dimensity 9220+, с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,5 ГГц. Графический процессор Mali G715MC11, операционная система MIUI 14 Global на базе Android 13 версии. У меня комплектация с 12 гигабайтами оперативной памяти и с 512 гигабайт внутренней памяти UFS версии 4.0. Также есть возможность приобрести смартфон с ПЗУ на 256 гигабайт и даже на терабайт. Поддерживается высокоскоростной Wi-Fi 6 версии, eSIM и 5G сети. Для 4G 7 и 20 бенды на борту звучание во время разговора хорошее. Bluetooth версия 5.3, NFC поддерживается, MirPay встает. GPS-тест показывает точность в 1 метр, но
равно смартфоны на процессорах от Qualcomm со своей точностью в 3 метра справляются, повторяюсь, каждый раз с навигацией лучше. Это не только мое сугубо индивидуальное мнение, это тесты многих блогеров и пользователей. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке выдал 7 часов 31 минуту. Тест я проводил при 144 Гц на максимальной яркости. Есть поддержка быстрой зарядки на 120 Вт. У меня с нуля до сотки от родного адаптера питания, заряжается он за 23 минуты. Подключение MHL не поддерживается. При просмотре роликов на YouTube за 1 час ушло 12%. В играх с одновременным стримингом на Твиче уходит в среднем 30%. В Storage-тесте показал он отличный результат, стресс-тест прошел не идеально. Над камерами Xiaomi работали совместно с Leica, основной сенсор на 50 мегапикселей с оптостабом, широкоугольный сенсор на 12 мегапикселей и портретный сенсор на 50 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Фронтальный сенсор на 20 мегапикселей имеет максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. Минус — это марки и корпус, шим, нет мини-джека, нельзя расширить внутреннюю память, брос яркости в играх, фронталка, я не нашел беспроводную зарядку, ее здесь и нету, и он быстро разряжается достаточно, хотя смотря как смотреть опять же. Плюс к минусам я отнесу еще то, что у некоторых пользователей в мороз, где-то уже мороз, камеры начинают потеть в принципе как и у линейки, помните, 12T Pro. У меня она также, кстати, потела. 13T Pro у меня не потела, в морозилку я его не запихивал, хотя влажность у меня высокая, у меня здесь отрицательных температур нет. Лечится это все всегда. Достаешь слот сим-карты, пару раз проводишь стресс-тест в Antutu и все. Либо второй вариант развития событий, просто ждете, когда сенсоры перестанут потеть. Это плохо, это минус, и это часто происходит. В основном обзоре, когда я его делал, я об этом не сказал, потому что информации такой ни от кого не было. У меня, повторяюсь, нареканий тоже не было, потому что я использовал его и в воде, и в дождь, и по идее конденсат должен был бы быть. Но, наверное, для этого все-таки нужна более низкая температура. Так что будьте внимательны. Если что, не пугайтесь, и если что, делайте возврат. Резюмирую. Отличный основной модуль, защита от влаги, прекрасная стабилизация. На свои минусы имеет весомые плюсы. Один из них — это цена, за которую выглядит он вполне достойно и дорого. Сейчас, кстати, идет распродажа на Али, он в районе 50 с копейками торгуется. И это нормальный ценник, но так низко он в первую очередь из-за того, что у него процессор не Qualcomm-овский, а во вторую проблема с запотеванием, я так понимаю, никуда и не ушла. На шестом месте сегодняшнего топа расположился Vivo X90 Pro Plus. К плюсам данного смарта я отнесу отличную яркость экрана в 1800 нит, направленные микрофоны и защиту от влаги. И камеры здесь очень приличные. В комплекте поставки есть качественный чехол, кабель с USB-C на USB-C, блок питания на 80 Вт, сам смартфон и скрепка для извлечения лотка для прорезиненного слота на 2 сим-карты. Вес смартфона 221 грамм, он не компактный, но в использовании он очень удобный. В продаже 3 цвета: черный, красный и голубой. Рамка алюминиевая, задняя панель из искусственной кожи. Разъем USB Type-C OTG версии 3.2, что круто. У смарта стереодинамики и звучания хорошие, капорт есть. Смарт имеет защиту от влаги класса IP68, но помним, что если мы утопим смартфон, в принципе мы устанем его каким-то образом менять. Vivo X90 Pro Plus оснащен AMOLED E6 LTPO дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 3200 на 1440 пикселей. Дисплей с технологией HDR10+, Dolby Vision и MEMC. Плотность пикселей 517 ppi с достаточным запасом, пиковая яркость 1800 нит. В солнечный день проблем с яркостью нет. Частота обновления экрана максимум 120 Гц и технология автогерцовки в наличии. Тест на частоту дискретизации касания прошел неплохо, но можно и лучше. Шима почти нет. Частота регулировки шима 1440 Гц. Результат минимальный, что радует. Автояркость дисплея работает корректно, полноценный АОТ на борту. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, а еще зона, в которой он находится, поддается регулировке, что очень удобно. Распознавание лица срабатывает без ошибок, даже в маске. С цветопередачей у экрана проблем нет, к тому же можно персонализировать его под себя. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, графический процессор Adreno 740, также установлен чип Vivo V2. Тротлинг-тест он проходит хорошо, но не супер идеально. Тест на стабильность пройден на отлично. Оболочка Origin OS 13 на базе Android 13 версии, разумеется, прилетит что-то новое потом. Русский язык на борту, перевод не самый лучший, но неплохой, а шрифт можно поменять. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор только 12 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 на выбор только 256 и 512 ГБ. Поддерживается высокоскоростной Wi-Fi 6 версии, не 6E, также есть поддержка 5G сети, а для 4G есть бенды 7 и 20. Связь ловит отлично, есть запись звонков без уведомления собеседника о начале записи, правда только в китайской версии. Вибромоторчик тактильно приятный, настраиваемый. Bluetooth версии 5.3, NFC поддерживается, MirPay встает. GPS-тест показывает точность 3 метра в городских условиях, емкость аккумулятора 4800 мАч,
а в PC-марке Smart выдал 9 часов 6 минут на 100% яркости, максимальной герцовке и максимальном разрешении экрана. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 80 Вт, беспроводная зарядка на 50 Вт, заряжается он от 0 до сотки примерно за 35 минут, основной блок камер с тыльной части состоит из 4 сенсоров и тройной LED вспышки. Над камерами Vivo работали совместно с Zeiss с использованием линз Zeiss. Блок камер покрыт стеклом Zeiss T, основной сенсор Sony IMX989 на 50 мегапикселей, ультраширик Sony IMX589 на 48 мегапикселей, перископ OmniVision OV64B на 64 мегапикселя со 100-кратным гибридным зумом и портретный сенсор Sony IMX758 на 50 мегапикселей. Запись видео доступна максимум 8К 30 FPS. 4К 60 FPS также на борту, а вот 120 FPS нет. Лазерная фокусировка имеется, цифровая оптическая стабилизация на борту, как оптический зум вместе с цифровым. На смартфоне просто огромное количество режимов, фильтров, вспомогательных функций у видео и фото. Смотрим менюшки. Фронтальный сенсор Samsung S5KG-D2 на 32 мегапикселя. Максимальное разрешение у него для съемки видео всего 1080p 60 FPS. Минусы: небыстрая зарядка на 80 Вт, минимальное отличие от прошлых моделей, отсутствие слота под карту памяти и очень посредственная фронталка. Резюмирую, смарт быстрый и красивый, у него много плюсов, но хотелось бы выделить процессор и нереальную основную камеру. Есть телесуфлер и режим гибридного зума X100 по фото. Однозначно могу его рекомендовать к покупке, и учитывая, что его можно найти в очень выгодные деньги, поэтому он так высоко находится в моем топе. Хотя скоро будет уже X100 от Vivo, но это уже другая история. Я уверен, что ценник на него будет эгегей какой. На пятом месте сегодняшнего топа находится Samsung Galaxy S23. К основным плюсам данного смартфона я отнесу отличные камеры, наличие влагозащиты IP68, последний мощный процессор и, конечно же, очень компактные размеры. Комплект смарт и кабель, более ничего. Габариты скромные, как и вес, 168 граммов, редкость в 2023 году. 4 расцветки на выбор: лаванда, бежевый, черный и зеленый. Тыльная часть из матового стекла, рамки алюминиевые. Пользоваться одной рукой удобно, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, звучание стерео отличное и громкое, вибромоторчик хороший, защита от влаги IP68. К слову, в ролике я, разумеется, его топил, можете посмотреть на канале, выжил он или нет. Прямой дисплей здесь Dynamic AMOLED X2 размером 6,1 дюйма, разрешение 2340 на 1080 точек. Покрыт он защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 версии, глубина цвета 16 миллионов. Плотность пикселей 425 ppi хватит с головой, учитывая габариты. Пиковая яркость 1750 нит, частота обновления экрана адаптивная 60 Гц, 120 и автогерцовка. В простое 24. Тач минимальный и в действительности хуже среднего. Шим стандартный для Samsung в космос, а вот есть полноценный сканер отпечатков пальцев, работает хорошо, максимум можно завести 4 пальца. Распознавание лица срабатывает исправно, но угол, под которым сканер может распознавать лицо, небольшой. Подбородка у экрана по мне нет. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с приставкой for Galaxy. Графический процессор Adreno 740, интерфейс One UI версии 5.1 на базе Android 13 версии. Разумеется, придут еще обновления. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор только 8 гигабайт. Может, уже и на 12 гигабайт версия появилась, но я не видел. Внутренняя память UFS 3.1, к сожалению, на 128 гигабайт, а уже в версии 256 и 512 гигабайт UFS 4.0. Поддерживается высокоскоростной Wi-Fi 6E версии, 5G, 4G сети, есть 7 и 20 бенд, звучание во время разговора отличное, Bluetooth версии 5.3, есть NFC-модуль и можно устанавливать MirPay. Даже бывает и Samsung Pay работает, но отваливается периодически. GPS-тест показывает точность 3 метра в городских условиях, аккумулятор емкостью 3900 мАч в PC-марке показал 9 часов 39 минут, и это все на максимальном разрешении экрана и яркости экрана с динамической герцовкой. Смарт поддерживает зарядку на 25 Вт, беспроводную зарядку на 10 Вт и реверсивную зарядку. Экрана хватает в среднем на 5-7 часов в зависимости от сценариев использования. Лично у меня в играх с одновременным стримингом в час он поедал 42%, перегревался и вылетал. Процессор тротлит, и это заметно даже без тестов. Конечно, тесты он все прошел со скрипом. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей LED вспышки. Основной широкоугольный сенсор Samsung S5KG-N3 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и 3X оптический зум с фазовым автофокусом. Сверхширик Sony IMX564 на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов без автофокуса и телевик на 10 мегапикселей с оптической стабилизацией. Видео Smart может писать максимум 8К 30 FPS, также есть поддержка записи 4К 60 FPS, ограничения по времени записи я не нашел. В стоке много режимов и в фото и видео
видеосъемки. Фронталка на 12 мегапикселей с автофокусом, и может она снимать видео в 4К 60 FPS максимум. Фото получаются очень достойные на все модули. Минусы: скромный аккумулятор, малое время автономной работы, тротлинг, зарядка всего на 25 Вт, комплект поставки ультра скромный, даже защитной пленки нет, шумы при съемке, шим, медленная память у версии на 128 гигабайт, и цена завышена на старте продаж, но сейчас как раз из-за цены и габаритов он так высоко в моем топе. Резюмирую, главное достоинство данного смарта — это размеры. Но запоминаем, что вам придется искать компромисс между автономностью и размером смартфона, хотя с другой стороны здесь автономность более чем нормальная. Но зарядка долго. Цены на смарт устаканились, поэтому к покупке я однозначно могу его рекомендовать. То есть вы получаете топовую фронталку, топовую основную камеру, минимальные габариты, защиту от влаги IP68, большой выбор цветов, и смарт и правда достойный за эти деньги, учитывая габариты. На четвертом месте сегодняшнего топа находится Oppo Find X6 Pro. Да, тот смарт, у которого 4К 30 FPS на фронталку добавили, которые не 4К, но хорошо, что добавили. К плюсам можно отнести фото и видео возможности, шикарный 120 герцовый экран, превосходную внешность и материалы, наличие необходимых бендов, быстрый GPS и защита от влаги стандарта IP68. Комплект порадовал: качественный чехол, кабель и блок питания. Смарт по габаритам схож с Galaxy S22 Ultra, но благодаря скошенным краям в руке лежит удобнее, весит он 219 граммов. 3 расцветки на выбор: черная, зеленая и серебристо-коричневая. Тыльная часть смартфона выполнена из искусственной кожи и стекла, а рамка алюминиевая. Стереодинамики дают отличное громкое звучание. Есть икопорт, разъем Type-C OTG версии 3.1, оснащен смарт AMOLED дисплеем на 6,82 дюйма. Дисплей имеет разрешение 3168 на 1440 пикселей, плотность пикселей с запасом 510 ppi, экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus второй версии, имеет цветовой охват 100% DCI-P3, поддерживает HDR10+, Dolby Vision, пиковая яркость экрана 2500 нит по заявлению производителя, частота обновления экрана 60 Гц, 120 Гц автогерцовка. Имеется технология LTPO, шим небольшой, автояркость работает корректно, АОТ на борту полноценный, сканер отпечатков пальцев как распознавание лица работает супер, внести можно до 2 лиц и до 5 отпечатков пальцев. Установлен здесь процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2, графический процессор Adreno 740, стандартно также есть чип Surge G1P1. Операционная система у него на базе Android 13 версии, все сами видите, будут обновления обязательно. Русского языка в моей версии нет, это версия для китайского рынка. В глобалке, естественно, все будет, поэтому к минусам это не относится. Оперативная память LPDDR5X на выбор доступна 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 доступна на выбор 256 или 512 гигабайт. Расширить память нельзя. Есть поддержка Wi-Fi 7 серии, 5G сетей, а в 4G сетях есть 7 и 20 бенд. Связь смарт ловит хорошо, датчик приближения работает отлично. Bluetooth версии 5.3, NFC есть. GPS модуль имеет точность 3 метра, что стандартно для Qualcomm. Лучше не бывает, но он работает все равно лучше, чем Dimensity. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч. В PC-марке в тесте на автономность он выдал 7 часов 20 минут на максимальной яркости дисплея, максимальном разрешении и 120 Гц экрана. Результат прям порадовал. Смарт поддерживает технологию быстрой зарядки Power Delivery на 100 Вт, беспроводной зарядки на 50 Вт и реверсивной на 10 Вт. Заряжается полностью от родной зарядки смарт за 39 минут. В играх с одновременным стримингом уходит 24% заряда. Запись стрима на лайв-канале. Сбрасывает яркость экрана в тяжелые для него моменты, об этом говорят и тесты. Тротлинг-тест прошел не вау, стабильность слегка хромает, поэтому и только такое место. Кого-то допилили, кого-то нет. Основной блок камер состоит из 3 сенсоров и двойной LED-вспышки с направленным микрофоном. Над корректировкой цвета работал Hasselblad. Основной сенсор Sony IMX 989 на 50 мегапикселей с оптостабом и лазерной автофокусировкой со светосилой апертура 1.8. Сверхширик Sony IMX 890 на 50 мегапикселей с углом обзора в 110 градусов и телеобъектив перископ на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и оптическим зумом. Видео смарт может писать максимум в 4К 60 FPS, оптическая и цифровая стабилизация есть. В стоке у смарта море режимов, настроек под разные сценарии съемки. Фронтальный модуль на 32 мегапикселя может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS. Это плохо, так как это флагман, но это было давно. Почему? Потому что они выгрузили обнову, и теперь он может снимать в 4К 30 FPS. Пусть даже это не 4К, но 2,7К, но все равно круто. Фронтальный модуль может снимать не выше 30 FPS, сбрасывает яркость в играх, отсутствие глобалки, нет мини-джека и нет карты памяти. Резюмирую: отличный экран и процессор, смарт
с отличными фотовозможностями. Если пересмотреть все плюсы, то смартфон за свои деньги великолепный аналог, у него и правда мало. Но они есть, поэтому лишь 4-е место в этой десятке. С другой стороны, лишь все эти 10 смартфонов я рекомендую однозначно. На 3-м месте моего топа расположен Apple iPhone 15 Pro. Плюсы — это качественные материалы, прочный корпус, влагозащита, телевик X3 и лучший Face ID. Идеальный для банковских программ, и да, банковские программы все туда можно установить. Комплект скромный. Сам смартфон, руководство пользователя и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Вес смартфона 187 граммов, габариты 146 на 70 на 8,3 мм. Расцветки на выбор 4: черный, белый, синий и титановый. Тыльная часть выполнена из матового стекла, рамка титановая. Ну а с фронта нас встречает Ceramic Shield с олеофобным покрытием. Сборка качественная, материалы топ. Защита от влаги IP68. Новая кнопка, на которую можно повесить любую команду в настройках. Мультикоманд нет, ну и ладно. Хотя, с другой стороны, мне больше нравился механический переключатель. Разъем Type-C версии 3.0, который может передавать информацию со скоростью до 10 гигабит в секунду. Только для этого кабель нужно будет докупать. Разъем поддерживает технологию OTG и DisplayPort. Подключать к смарту разные устройства, как внешние накопители, компьютерные мыши, можно. Стереодинамики с отличным звуком, мини-джека и К-порта, конечно же, нет. Оснащен он Super Retina XDR OLED дисплеем на 6,1 дюйма с разрешением 2556 на 1179 пикселей, плотностью пикселей в 460 ppi. Динамический остров стандартно на борту для отображения оповещений и действия в режиме реального времени, а также есть режим ожидания, в котором экран смартфона может отображать время, фотографии и не только. Always On Display с интеллектуальными алгоритмами для экономии заряда батареи в наличии, поддержки Dolby Vision, HDR10 и HLG. Контрастность 2 миллиона к 1, широкая цветовая гамма 100% DCI-P3, матрица экрана абсолютно плоская, максимальная яркость 1000 нит, пиковая яркость HDR 1600 нит и пиковая яркость на солнце 2000 нит. Экран действительно безумно яркий, но в играх яркость он сбрасывает. 1400 люксов у меня ни один смарт не выдавал, только этот. Максимальная яркость у яблок. Используется технология с адаптивной частотой обновления экрана до 160 Гц, шим выше 40% не поднимается, мультитач не поддерживает экран на 10 касаний одновременно, максимум 5. Они забыли про тех, кто использует синтезаторы, про тех, кто играет в 6 пальцев, да и вообще, зачем нам нормальный тач, правда? Тач и правда здесь отвратный. Далее, Face ID работает отлично, но зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Установлен здесь бионический чип A17 Pro с техпроцессом 3 нанометра с 6 ядрами, максимальная частота которого 3,7 ГГц, имеется новый 6-ядерный графический процессор, который стал быстрее на 20%, и новый 16-ядерный нейронный движок, как и в 15 Pro Max. Интерфейс iOS 17, разумеется, будут обновы, оперативная память на 8 уже гигабайт, внутренняя память на выбор 128, 256, 512 гигабайт и 1 терабайт. Я тестировал версию на 256 гигабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии, VoLTE, VO Wi-Fi, поддержка eSIM, 5G сетей и ниже. Для 4G 7 и 20 бенды на борту, связь смартфон ловит хорошо, Bluetooth версии 5.3, NFC поддерживается, как и двухчастотный GPS с поддержкой GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou и Navic. Аккумулятор на 3274 мАч, смарт поддерживает проводную зарядку до 30 Вт, беспроводную зарядку MagSafe до 15 Вт и стандарта Qi до 7,5 Вт. Заряжается он от 0 до сотки за 1 час 35 минут. За час просмотра видео на YouTube ушло 6% заряда при 100% яркости по Wi-Fi. В играх же с одновременным стримингом на Твиче за 1 час уходит в среднем 30% заряда. Яркость смартфон сбрасывает, сенсорный отклик не радует. Производительности хватает для того, чтобы играть в тяжелые игры, и переходим к интересному самому. Основной блок камер с тыльной части состоит из светодиодной вспышки True Tone, основной сенсор на 48 мегапикселей, 24 мм с апертурой f1.78 и оптической стабилизацией, сверхширик на 12 мегапикселей, 13 мм с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов, трехкратный телефотосенсор, в отличие от пятикратного в 15 Pro Max, это тема, на 12 мегапикселей, 77 мм с апертурой 2.8 и оптостабом, телефото на 12 мегапикселей, 48 мм и апертура 1.78, запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, 8К не завезли, как и 120 FPS для 4К. Смартфон имеет трехкратное оптическое увеличение, двухкратное оптическое уменьшение и шестикратный диапазон оптического увеличения и 15-кратный цифровой зум. В настройках камеры есть некоторое количество настроек. Фронтальный сенсор True Deep на 12 мегапикселей с автофокусировкой апертура 1.9, максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS. На борту имеется макросъемка, сверхширокая съемка 24 мм, 28, 48 мм. Пространственные ролики предназначены только для Apple Vision Pro, которые еще не выпустили. И примеры фото и видео вы можете посмотреть
посмотреть в обзоре, это раз, а два, этот смартфон будет так же, как 15 Pro Max у меня использоваться для подсъемов, то есть практически все ролики на моем канале сняты на iPhone, во всяком случае последние 2 года, только версии разные. Минусы: сбрасывает яркость в играх, греется во время повседневного использования, нет мультитача, на 10 касаний нет Touch ID, медленная зарядка, комплект поставки скромный, конский ценник в рублевом эквиваленте. Резюмирую, самый сбалансированный смарт из айфонов для игр, очень удобный, не заблокируется, долгосрочное использование, тактильные ощущения и большой спектр возможного использования. В первую очередь, разумеется, must-have для блогеров или для людей, у которых от зарплаты остается сумма, равная этому смартфону. Завидую вам, в хорошем смысле. На втором месте моего топа расположен Xiaomi 13. Это прям вау. Еще один представитель компактных смартов, его подтянули, и у него прилично улучшилась видеосъемка. На борту влагозащита и неплохой комплект поставки. К слову, кстати, сейчас идет распродажа на Али, и Xiaomi 13T Pro, если вы посмотрите мой телеграм-канал скидок, торгуется всего за 53 тысячи. Это прям нереально круто. Это, понятно, не Xiaomi 13, но Xiaomi 13 на Али тоже можно найти за 50 с лишним тысяч, только, скорее всего, придется сшить его с китайского на глобальную версию. Но это уже другая история. Про комплект. Здесь идет блок питания, чехол, защитная пленка. Габариты у смартфона небольшие, вес 189 граммов, 4 расцветки на выбор, черная, белая, зеленая, голубая, но в глобале она отсутствует. И не путайте, Global Version — это глобальная версия смартфона с Global ROM. Global ROM — это глобальная прошивка, вот там бендов не добавится. Тыльная часть выполнена из глянцевого стекла, а рамка алюминиевая. Он имеет защиту от влаги и пыли стандарта IP68. Я напоминаю, что все смартфоны с подобной защитой я тестирую на утопление. Можете посмотреть в обзоре, как они это дело проходят. Разъем USB Type-C версии 2.0, звук стерео, громкости достаточно. Он оснащен дисплеем AMOLED E6 на 6,36 дюйма, имеет разрешение 2400 на 1080 точек, покрыт он стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии с поддержкой DCI-P3, HDR10+, Truecolor, все как мы любим. Плотность пикселей 414 ppi, вот ее, правда, не хватает. Адаптивная частота обновления экрана на борту максимум 120 Гц, также доступно 60 Гц. Яркость 1400 нит, а пиковая яркость экрана 1900 нит. Датчик освещенности работает отлично, тач на 240 Гц, при активированном DC-димминге шим не превышает 20%. А вот есть полноценный. Сканер отпечатков пальцев в экране работает отлично, лицо распознается даже под углом, завести можно до 2 лиц и до 5 отпечатков пальцев. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с частотой 3,2 ГГц, с графическим процессором Adreno 740, и на лайв-канале есть запись с Твича, где он вывез час игры. И как он вывез, можете посмотреть. Оболочка MIUI 14 на базе Android 13 версии, оперативная память LPDDR5X на выбор 8 или 12 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 в количестве 128 или 256 или 512 ГБ, но уже версии 4.0. То есть на 128 запомнили UFS 3.1. И это плохо. Поддерживает Wi-Fi 6E версии, 5G, 4G сети, есть поддержка 7 и 20 бендов в глобалке, включая Bluetooth версии 5.3, NFC-модуль с поддержкой MirPay и GPS-модуль с поддержкой популярных навигационных систем. Аккумулятор на 4500 мАч, в PC-марке показал время работы в 9 часов 16 минут на максимальной яркости экрана и 120 Гц. Также есть поддержка быстрой беспроводной зарядки, а также реверсивной. От 0% до сотки заряжается в среднем за 44 минуты. Тротлинг-тест выдал неплохой результат. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двойной LED-вспышки. Направленного микрофона нет, основной модуль на 50 мегапикселей с оптостабом и автофокусировкой с апертурой 1.8. Ультраширик на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и телефотосенсор на 10 мегапикселей с оптической стабилизацией. Видео с основного модуля Smart пишет максимум 8К 24 FPS, 4К 60 FPS также на борту. Оптический цифровой зум в наличии, в стоке много режимов съемки, фронталка на 32 мегапикселя может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS. Но к качеству есть вопросы. Минусы: нет 4К для фронталки, марки корпус, нет мини-джека и память не расширить. Смартфон довольно сильно греется при разных сценариях использования, старый USB разъем, но при всех этих недостатках это удачный смарт на данный момент, так как он компактный и мощный, а с прошивками станет еще лучше однозначно. И очень многие, кто не собирались ходить с ним, в итоге ходят. Даже блогера. На первом месте моего топа расположен Samsung Galaxy S23 Ultra. К плюсам отнесу шикарные фото на 200 мегапикселей, привлекательную внешность, наличие S Pen и очень яркий экран. Комплект скучный, смарт, кабель Type-C на Type-C и ключ для извлечения прорезиненного слота для сим-карт. eSIM есть. Габариты внушительные, вес 233 грамма, но, к слову, смарты очень сильно отличаются от того, в каком регионе они были произведены, не забываем. В продаже есть 4 расцветки: зеленая, черная, лавандовая и бежевая. Тыльная
Тактильная часть выполнена из стекла, рамка алюминиевая, USB разъем Type-C OTG версии 3.2, Gen 1, звук стерео, есть встроенный эквалайзер, есть перо S Pen и большое количество функций для его использования. Официальная защита от влаги IP68. Оснащен он дисплеем Dynamic AMOLED 2X LTPO версии 3.0 на 6,8 дюйма с разрешением 3088 на 1440 точек. Со сверхпрочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus второй версии, пиковая яркость 1750 нит, хватает ее для использования на солнце за глаза. Плотность пикселей 500 ppi, вот это уже флагманская штука. Частота обновления экрана 120 Гц, также доступно 60 Гц и автовыбор. Шим в районе 50% плохо, полноценный АОТ на борту, автояркость работает отлично, разблокировка отпечатком пальцем срабатывает корректно, разблокировка по лицу работает тоже хорошо. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, графический процессор Adreno 740, интерфейс One UI версии 5.1 на Android 13 версии, оперативная память LPDDR5X на 8 и 12 ГБ на выбор, внутренняя память UFS 4.0 на 256, 512 ГБ или на 1 ТБ. Поддерживается Wi-Fi 6E версии, 5G сети, 4G сети с 7 и 20 бендом. Bluetooth версии 5.3, NFC модуль на борту, MirPay встает, можно подключать наушники через NFC, Соньки вспоминаем. GPS-тест показывает точность стандартно в 3 метра, Smart имеет аккумулятор на 5000 мАч и в письмарке Smart выдает время автономной работы 12 часов 52 минуты, но с автояркостью. Все равно неплохо. Smart поддерживает зарядку максимум на 45 Вт и беспроводную на 15 Вт. В тестах процессор тротлит, но не сильно. 3D Mark показал средние результаты. Перейдем же к самому интересному. Это камеры. Основной блок камер состоит из 4 сенсоров и одной LED-вспышки. Основной широкоугольный сенсор Samsung ISOCELL HP2 на 200 мегапикселей с оптостабом и лазерной фокусировкой. Сверхширик на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и автофокусом. Есть два телефотосенсора. Запись видео доступна в 8К 30 FPS и 4К 60 FPS. Фронтальный сенсор на 12 мегапикселей, который может снимать 4К 60 FPS, и Samsung одни из тех немногих смартов, которые могут переходить с ультраширика на ширик в 4К 60 FPS. Точнее, айфоны последние, вот тот же 15 Pro, который был в топе, может это делать. Более обширные обзоры на канале с комментариями и дальше обсуждением девайсов в комментариях. Не забываем смотреть с примерами фото и видеосъемки. Минус — это неполноценный комплект поставки, сильный шум при съемке в недостаточном освещении, внушительный шум, сброс яркости во время игр, скромная зарядка и процессор тротлит. И почему он на первом месте, спросите вы? Все очень просто. Это и правда супер-мега смарт, учитывая его особенности. S Pen, учитывая, что когда-то я его покупал за 170, а когда курс сейчас сотка, его можно приобрести до 90 тысяч, кто-то извращается еще дешевле. И он нереально крутой за свои деньги. И аналогов, по-моему, у него нет. Кто еще со S Pen что-то делает? То есть Samsung не стесняется делать что-то уникальное, и вот в этом у него и правда хорошо получается. Это и правда очень удачный смартфон. Резюмирую, хоть и минусов у него достаточно, но это великолепный смарт от Samsung. В него запихали просто лучшее, все, что смогли. Крутая камера, хоть и не без изъянов. Плюс вы можете знать, что Samsung, как яблоки, внешность не особо меняют у смартфонов. Всем огромное спасибо за просмотр. Помним, что это топ-10, по моему мнению, по соотношению цена-качество в рублевом эквиваленте на сегодня, то, что вы можете купить у дома утрированно. Будь то Авито, либо какой-то ритейл, неважно что. Помним, что покупать надо с умом, только то, что вам надо. Огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. На все смарты есть обзоры по ссылкам в описании. Приходите на стримы, девайсам всем в топе от меня. Да, добра и удачи вам, дорогие друзья.